Почему тени на заднем плане живут своей жизнью и танцуют, я не знаю, перепробовал много, и ничего не помогает. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, как передать свои кровно заработанные кредиты, внутриигровую валюту, другому персонажу в игре, ну, другому игроку. Естественно, все будет показано исключительно используя внутриигровые механики самой игры, которые фронтиры нам предоставили для этого. Ну что ж, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали! Первый вариант самый очевидный, самый простой и вроде как у всех на слуху. Заходим в панель миссии, и у нас в этой игре есть такая штука, как крыльевые миссии. Ну, если почитать нашу локализацию, то командное задание. Что это такое? Игра подразумевает то, что данные типы заданий с таким вот значком будет делать не один человек, а, скажем, опять-таки крыло из 4 людей. В чем прикол? Вы берете данное задание, принимаете его и сразу же уже можете им поделиться. Но лучше это делать, когда уже непосредственно вы его сделаете. В чем прикол? Человек, которому вы хотите помочь таким образом, просто принимает уже выполненные миссии, а потом их сдает там же, где человек, который делился, их, принимал себе. Думаю, понятно. Думаю, несложно. Давайте на примере покажу. У меня есть такая миссия, и вот как это будет выглядеть. Транзакции. Здесь можно поделиться с товарищем командными миссиями. Нажимаем и поделиться миссией. Сейчас покажу, как это будет выглядеть с вашей стороны, когда вы будете принимать от другого человека миссию. У вас вылезет такое синенькое окошко. Вы его видели, я думаю. После чего заходим в раздел транзакции и видим общие миссии. И все это дело принимаем. Но, как я и говорил, сдавать вам придется вот той системе, где эта миссия была взята. И не забывайте то, что есть определенное время, после чего миссия будет у нас, все тю-тю. В данном случае 23 часа 54 минуты. Но не всегда так. Бывает и больше. Чуть ли не неделя. Чтобы не быть голословным, вот вам пример. 6 дней, 23 часа 48 минут. Миссии для крыла бывают различных типов. Вот, к примеру, нужно доставить автосинтезаторы. То есть доставка товара, добыча минералов, боевка, и так далее. Ну и различные вариации, конечно. Но этот вариант, друзья, он довольно долгий. Допустим, я хочу помочь своему другу, но это займет реально много времени, чтобы я выполнил в достаточном количестве таких миссий. Но это, конечно, еще в зависимости от того, как сильно хотите помочь на начальных этапах своему другу, который только пришел в игру. Скажем, 10 лямов не проблема, а вот выше уже будет долго. Так что есть и другие варианты. Следующий вариант потребует от вас объяснить вашему другу, как долететь туда, куда вы скажете, и хоть как-то собрать корабль, с более-менее нормальным прыжком и большим грузовым стеллажом. Потому что мы отправимся на торговый маршрут. Любой. По Инаре посмотрите, какие сейчас они там, не знаю, в зависимости от времени, они могут быть разные. В чем смысл? Вы покупаете задешево, загружаете, скажем, свой Type 9 или Cutter, чем вы там пользуетесь на торговле, не знаю. И все это дело скидываете, но не у станции. Отлетите от станции на десяток, а лучше там 11-12 километров, чтобы уж прям точно. В это время, когда вы все это скидываете, ваш друг с помощью дронов-сборщика все это дело собирает. И потом вы его проводите туда, где это дело нужно продать. Либо просто объясните, куда ему нужно лететь, и все это дело продать. И таким образом можно сделать пару заходов. Как вариант. Стартовый корабль для вашего друга, который только пришел в игру. Для этого дела Type 6. Да можно и Type 7. Но лучше Type 6, он относительно дешев, и прыжок ему можно сделать более-менее нормальный в пустом фите. Ну и это, конечно, все очень интересно, но это долго. Скорее всего, если вы пытаетесь затащить своего друга в эту игру и говорите то, что поможете ему на старте, у вас будет флотоносец. Через флотоносец гораздо быстрее, сейчас все покажу. Но если вы прям хотите, чтобы ваш друг играл с вами в эту игру, ребята, не забывайте то, что если вы слишком много дадите ему денег в начальных этапах, он может потерять интерес к игре. И, как минимум, объясните ему игровые механики, как здесь что работает, либо пусть постигает сам, либо порекомендуйте мой канал. Либо чей-то еще. Следующий вариант и самый оптимальный по времени затратам, но
Вашему другу нужен будет большой корабль с прям ну, большим грузовым стеллажом, желательно Type 9. Задача такая, чтобы он покупал с вашего флотоносца задешево, а потом продавал вам же задорого. Покажу на примере Трития, просто он находится всегда внизу, это очень удобно. Спускаемся в самый низ, видим Тритий, ага, торговать этим товаром, я хочу его продать. Цена продажи минимальная по рынку. Таким вот образом, нажимаю «Применить». Теперь ваш друг на флотоносце через потребительский рынок покупает Тритий по низу рынка. Все, отлично, он купил. Теперь вам нужно зайти в управление носителем снова, в раздел торговли, найти тот самый товар, и я хочу его купить. А купить я его хочу за прям, ну, баснословные деньги. С очень большой наценкой по рынку. Больше не получится. И выставляете, сколько он у вас купил, либо там огромное количество с запасом. Но рекомендую быть в этот момент на связи с вашим другом, чтобы вы знали, когда он купил и когда он будет продавать. Теперь ваш друг без каких-либо проблем заходит также в потребительский рынок, в раздел «Продать», и вот Тритий, и просто-напросто продает его. И вот, пожалуйста, доход 16 миллионов. Это, ребята, при условии то, что это Тритий, и то, что 32 тонны. Самый оптимальный и быстрый вариант. Можете прям даже своему другу скинуть данное видео, чтобы не объяснять лишний раз, как все это дело будет делаться. Это реально просто, учитывая то, что таких заходов может быть много, после первого-второго будет уже доведено до автоматизма. К сожалению, таковы реалии нашей с вами игры, то, что не имея флотоносца, передать что-либо своему другу в плане финансов будет реально тяжело и долго. С флотоносцем, как видели, легко и быстро. И, конечно же, в других играх это можно сделать гораздо проще, скажем, та же самая EVE Online, вы можете просто перевести на счет вашего друга те же самые иски, и никаких проблем там не будет. А здесь вот придется работать таким образом. К сожалению или к счастью, в данной игре внутриигровая валюта, за которую мы покупаем корабли, модули на них и прочее, является пылью, даже для игрока, который, ну скажем, поиграл хотя бы месяц-два. Вы можете купить корабль, вы можете закидать его самыми крутыми, дорогими модулями, но это лишь начало, потому что у нас есть такие пацаны, как инженеры. Во-первых, время на их открытие, на их прокачку, на улучшение различных модулей потратится довольно много, и деньги тут у вас никак не спасут. Вообще. Наверное, скорее всего, к счастью. Плюс не забывайте про техноброкеров стражей, техноброкеров людских технологий, и фиг знает, что еще там фронтиры ведут, потому что вот нововведение касательно Одиссеи связано с комбинезонами и ручным вооружением. Ох, ребята, улучшать это и собирать на это материалы — это та еще задачка. Но не забывайте то, что игра должна в первую очередь приносить удовольствие и эмоции. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.